Встречайте, Анатолий. Переводчик книг, который уже задумался о том, чтобы перевести новую книгу. Посмотрев на часы, он вспомнил, что уже скоро начнется его любимое телешоу. И он пошел уверенным шагом к себе домой. Через несколько минут он входил в свою квартиру, закрывая дверь на ключ. Войдя, Анатолий сразу же включил телевизор и стал смотреть свою любимую телепередачу «Крестный крест». Сегодня я вас собрал, потому что у нас собрание. Но тут его прервал стук в дверь. Здесь это вам не тут. В гостях хорошо. Открыв дверь, он увидел двух хорошо одетых мужчин. Они попросили войти в его дом. Он им отказал. Они ушли. Анатолий закрыл дверь и продолжил смотреть Муж моей телепередачу. матери Но буквально через 10 секунд снова говорил, кто-то постучался. меня трудно понять, легко не осознать. И невозможно Дьявол, ты здесь шумишь? догнать. Чем выше, Анатолий проснулся и сильно удивился, но потом пошел на кухню, чтобы позавтракать. Там на столе он увидел рюмку водки и пепел. Выпив залпом водку и закусив ее пеплом, Анатолий направился обратно в спальню. Включивший телевизор, он продолжил смотреть телепередачу «Крестный крест». Не заметив, что смотрит с того же момента, на котором остановился во сне, он продолжал смотреть телевизор. фотку в Инстаграм. Спустя некоторое время Анатолий, уставший от просматривания телеканалов, пошел прогуляться на улицу. Там было очень холодно. Вернувшись домой, он надел ведро и вышел на улицу в тепле. Вдруг Анатолий вспомнил, что ему нужно зайти в магазин. Уже через несколько минут он возвращался домой с пакетами. Войдя в квартиру, он бросил пакеты на пол и, сняв ведро, пошел в спальню, чтобы отдохнуть. Анатолий лег под кровать и уснул, сам того не заметив. И вот, когда он проснулся с окурком сигареты, а точнее обгоревшей газеты «Левый прав», как и всегда, он вставил кассету с йогой в его исполнении и начал делать зарядку. Но так как перепутал кассету с йогой с кассетой о единоборствах, он, сам того не поняв, научился делать правый кундун-хун. После его тренировки он снова пошел на кухню и, сев за стол, начал колупаться в своем телефоне, закусывая пеплом. Примерно через минуты 3 он увидел рюмку с водкой, стоявшую на холодильнике. Анатолий подошел к холодильнику и выпил ее, закусив пеплом. Налил еще один, закусив пеплом, и уснул прямо на холодильнике с пеплом в рюмке.